Всем привет, с вами Владислав. Сегодня я хочу рассказать про японскую перепись населения, которая по-японски называется Кокусайчоса. Проводится она каждые 5 лет, и в этот раз конверт пришел и мне. Так вот, кстати, выглядит сам конверт. Такой вот бело-синий конвертик. В нем находится сама форма для заполнения, ну и QR-код для заполнения формы онлайн. Вот. Скорее всего, я буду заполнять сегодня свои данные онлайн, потому что я думаю, что это намного быстрее и удобнее. Я уже посмотрел в интернете примерные вопросы, которые должны быть. В принципе, там ничего сложного. Где-то 10-15 вопросов. Вопросы очень простые. Как тебя зовут, где ты живешь, адрес твой, адрес места работы, на какой позиции работаешь и так далее. Ну, в общем, сейчас далее давайте пройдемся по всем вопросам и посмотрим, насколько сложно будет заполнить эту форму. Так, ну и первый лист, который был в конверте, вот так-то он выглядит. Здесь контактный номер переписи населения, куда можно обратиться, если будут вопросы. Написано, как что заполнять. Вот. Ну, еще раз напоминание, то, что необходимо заполнить это до 8 числа, 8 октября. Так, кстати, еще написано то, что рекомендует заполнить форму онлайн. Ну, раз уж рекомендует, давайте сегодня и сделаем это через интернет. По-английски здесь тоже написано, то, что иностранцы тоже принимают участие в переписи населения. Вот, и вот он, кстати, скорее всего, вот этот QR-код, по которому можно будет зайти на сайт и уже заполнить все свои данные. Да, кстати, это был не тот QR-код, это просто QR-код был для информации. Вот, а здесь вот на втором листочке находится подробная информация, как входить в личный кабинет. В другой странице здесь этот QR-код для входа и логин и пароль прописаны. Так, далее у нас такая вот анкетка. С двух сторон здесь написаны вопросы, на которые необходимо отвечать. Их я вижу 16 штук. Вот, ну, это сейчас позже будем на них отвечать и подробно разбирать. Здесь такой вот конвертик. Это для тех, кто заполняет бумажную форму. Просто сюда кладешь заполненную форму, ну и относишь на почту, либо можешь положить в почтовый ящик ближайший, который у тебя находится рядом с домом. Так, ну и последняя такая вот книжечка бумажная, буклетик. Здесь все подробно расписано, как что нужно заполнять. Вот, я думаю, сейчас тоже в процессе заполнения, если у меня возникнут какие-то вопросы, непонятки, я буду подсматривать сюда. Я думаю, все вы знаете, для чего проводится перепись населения. Она необходима для того, чтобы понять, сколько людей проживает в стране, сколько есть семей, кто работает, кто нет. Ну и уже на основе вот этих данных планируются социальные выплаты, строятся школы, больницы, дороги и так далее. Интересно то, что участвовать обязаны все, вот, включая иностранцев, проживающих здесь больше 3 месяцев. И формально, если отказаться принимать участие в этой переписи населения, по сути это будет являться нарушением закона. Хотя и штрафы их, в принципе, никогда не применяют. Мне, кстати, даже стало интересно, сколько может быть штраф за незаполнение формы и либо указание каких-то сложных данных. Нашел информацию, то, что штраф может достигать 50 тысяч йен. Но, как правило, если вы не предоставите свои данные в первый раз, потом еще несколько раз вам будут напоминать о том, что необходимо принять участие. После этого к вам уже, возможно, будут применяться какие-то меры. Не знаю, будет ли это штраф, либо еще что-то. Я думаю, меры будут приниматься каждому индивидуально. Вот. Не знаю, дойдет ли это до штрафа или нет. К сожалению, такой вот подробной информации не получилось найти. Так, ну все, я зашел в свой личный кабинет на сайте. Причем там просто достаточно было сканировать свой QR-код, пароль и логин уже автоматически были вбиты в систему. Вот я так понял, здесь можно будет прям выбирать ответы уже на самом сайте, то есть никаких данных не придется вводить. Очень удобно. Так, ну и первый вопрос у нас касательно семьи. Здесь, получается, он уже автоматически даже выбрал обычная семья, так сказать. Один человек, проживающий в квартире, это я. Ну, выбираем первый вариант. Далее, количество. Нужно здесь ввести количество. Первое, это, получается, количество мужчин, количество женщин. Вот, ну и общее количество здесь будет отображаться. Вот, ставим одного мужчину. Вот автоматически здесь отобразилось. Так, переходим к третьему вопросу. Джукё но шируй.
переводится как вид жилья. Здесь я выбираю второй вариант, это Min-A no Chintai Jyutaku, что означает, что я арендую квартиру у частного лица, либо у частной компании. Четвертый вопрос, это Jyutaku no Tatekata, переводится как тип самого здания. Здесь я выбираю Kyodo Jyutaku, многоквартирный дом, квартира. Здесь, кстати, нужно также указать количество этажей во всем доме и на каком этаже я живу. Окей. 8 этаж, а количество этажей сколько здесь? По-моему, 10 или 11. Все, короче, я посмотрел. 10 этажей в моем доме. Идем дальше. Пятый вопрос. Так, ну это уже мы вводим нашу фамилию, имя, указываем пол. Вводить нужно, я думаю, катаканы, да? Хотя нет, давайте лучше введем латиницей. Ввели латиницей, указали пол, идем дальше. Шестой вопрос. Сэтай нуши то Цузукигара. Вот получается, Аншаков Владислав. По сути, я являюсь главой семейства. Здесь указываю первый вариант. То есть я здесь главный в этой квартире. Дальше. Дату рождения. Здесь, кстати, японское летоисчисление. У меня будет Heisei. И Heisei это 7-й год. Получается 1995 год. 5-й месяц, май. Здесь даже не нужно день своего рождения, именно просто указать месяц и год. Этого достаточно. Вот написано 30 лет. Да, уже 30-ка стукнула, ё-моё, офигеть. Так, 8-й вопрос. Наличие жены или супруга. Здесь указываем первое. Не женат. 9-й вопрос. Это страна рождения. Здесь либо Япония, либо за граница. Получается, мы выбираем Гайкоку. И здесь необходимо указать страну рождения. Указываем Россия. 10-й вопрос. Гензай на башони сундеру кикан. Сколько времени живете в данной квартире? Я уже сколько живу? Уже практически 3 года, поэтому выбираем от 1 до 5. Дальше. 5 лет назад, где вы жили? Так, здесь нужно указать, где я жил. 5 лет назад я жил еще в Нагано. Короче, здесь выбираем, это другая префектура. Указываем Нагано. Так, сейчас найдем. Вот, Нагано Кен. И название города. Так, сейчас я вспомню, потому что в префектуре Нагано я жил там в 2 городах. Первый город это был Чино, а второй Суа. Сейчас, короче, надо вспомнить, потому что хочу быть предельно точным. Подожди. Ё-моё. Офигеть, у меня все слетело. Ну что ж такое? Блин, еще и зарядка села на камере. Офигеть. Ладно. Получается, да. Здесь первый вариант выбираем. Это работал. Есть еще вариант, занимался домашними делами и работал. И там ходил на учебу и работал. Ну ладно. Скоши моши готовши накаттахито. И здесь вопрос для тех, кто не работал. Я отдыхал от работы, искал работу, занимался домашними делами, учился, либо еще что-то. Так, 13-й вопрос, я так понял, это уже про работу, либо про учебу. Если кто-то студент, здесь нужно, я так понял, указать, где мы работаем. Ну, здесь мы указываем одна и та же префектура у нас, Канагава. И, в принципе, все. Дальше он не дает ничего указать. 14-й вопрос. Цтомека Джей Канобеце. Ну, либо ты работаешь в компании, либо ты какой-то частный предприниматель. Получается, у нас здесь Сейкино Шокуин. Ну да, мы наемный рабочий,
Указываем первый вариант. Здесь, кстати, есть еще варианты вот Haken Shine, это работа по контракту, временные сотрудники. Рубайто, подработка и так далее. Начальник компании, частный предприниматель и так далее. Ну, мы выбираем первый вариант. Мы наемный рабочий. Так, предпоследний вопрос. Ну это этот. Они вместе здесь сделаны с последним. Что нужно указать? Адрес работы, получается, и касательно выполняемой работы. То есть должность компании и какую работу выполняешь. Ну вот, здесь вот посередине это именно, да, подробно расписать, чем занимаешься на работе. Так, ну и последнее, это, кстати, не все еще было. Последним штрихом это будет указать свой номер телефона и адрес квартиры. Вот, сейчас я тоже это укажу, и тогда уже, я так понял, анкету будем отправлять. Так, ну все, я заполнил. Получается, написано еще анкета не отправлена. Здесь вот, кстати, отображаются все варианты ответов, которые мы выбрали. Вот, и можно будет, кстати, их отредактировать. Вот, если что-то неправильно указали, можно будет еще такая кнопочка есть, Should Say, нажать и исправить. Вот, но я все проверил, вроде все правильно. Вот, нажимаем Tsugie. Опять, блин, еще одна. Нужно ввести пароль. Так, подождите, а что это за пароль? Ну, это свой нужно уже пароль выбрать, я так понял. Сейчас давайте какой-нибудь напишем. Так, ну и все. Получается, все я отправил. Кстати, да, смотрите, отображается то, что до 8 числа, до среды, можно еще исправить свои ответы. То есть, для этого, я так понял, указывался пароль. Можно будет войти опять на сайт и исправить какие-нибудь ответы, если что-нибудь указал неправильно, либо что-то изменилось. Можно свой почтовый адрес сюда зарегистрировать. Вот, ну, я думаю, в принципе, мне это нет необходимости делать. Нажимаем «Закончить», и все. Он нас перекидывает на главную страницу, то есть мы все заполнили. Фух. Ну вот и все, данные заполнены, анкета отправлена, дело сделано. Такой вот интересный опыт для меня в первый раз. С одной стороны, даже немного неожиданно, потому что, как видите, иностранцев тоже призывают участвовать в переписи населения, вот, и предоставлять свои данные. Вот. Но с другой стороны, такое приятное ощущение, то что ты являешься тоже частью этого общества, вот, и как бы твой голос тоже важен. И твои данные помогают сделать это общество еще лучше. Быстро все это прошло, да, видите, как бы, ну, если без объяснений, я просто, мне кажется, за 10 минут бы уложился и все бы закончил. Вот. Очень удобно то, что это можно сделать онлайн. Как вы видите, большинство вопросов уже с готовыми ответами. По сути, ты просто выбираешь, что тебе подходит, и все. Вот, там ничего такого записывать, заполнять в основном не требуется, вот, кроме своего адреса, да, и имя, фамилии. В этом плане, конечно, японцы молодцы, поэтому, когда так все подготовлено и хорошо организовано, конечно же, стоит в этом поучаствовать. Благодарю всех за просмотр этого видео, не забывайте подписываться на канал, почти что 1000 человек у нас наконец-то, прям чуть-чуть осталось, поэтому, пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Увидимся в следующих видео, всем пока, до встречи.